С вами канал Фронтовая кинолетопись, и сегодня наш рассказ о русском экспедиционном корпусе, сражавшемся во время Первой мировой войны на территории Франции и Греции. В нашем выпуске будет впервые опубликована уникальная кинохроника французских военных операторов, запечатлевших русских солдат на Западном фронте. Особое внимание мы остановим на бригадах, воевавших во Франции. В декабре 1915 года в Россию со специальной миссией прибыл французский сенатор Поль Думер. Его задачей было убедить русское правительство и военное командование в отправке примерно 400 тысяч русских солдат на помощь Франции. По мнению союзников по Антанте, людские ресурсы России казались неисчерпаемыми. Думер добился согласия императора Николая II на формирование 4 бригад двухполкового состава. Вскоре началась подготовка особых пехотных бригад, предназначенных для отправки на союзные фронты. Каждая бригада состояла из 3 батальонных полков. При каждом полку по 3 пулеметных роты, команда связи и нестроевая рота. В строю бригада производила внушительное впечатление. В корпус набирали исключительно воинов, имевших боевой опыт, ростом от 180 см и выше. Знаменосец был более 2 метров. По обоюдному соглашению русского и французского командования 1 и 3 бригады были направлены на французский фронт, 2 и 4 на Салоникский. Начальником 1 бригады был назначен генерал-майор Лохвицкий, а 3 бригады генерал-майор Марушевский. Во Францию русские войска прибыли 20 апреля 1916 года и были восторженно встречены как населением страны, так и французским правительством. Бригада прошла парадным маршем по улицам Марселя. Путь следования русских частей был усыпан цветами. Будущий маршал Советского Союза Родион Малиновский, а в то время ефрейтор 1-й особой пехотной бригады, вспоминал: французские и русские оркестры наперебой играли марши. Встречающие восторженно выкрикивали приветствие русским солдатам и буквально засыпали колонну цветами. Знатные француженки сияющими глазами провожали проходивших мимо твердым, размеренным шагом статных молодых русских солдат. Особое впечатление на французов произвел сопровождавший одну из рот 5-го полка медвежонок Мишка, ставший впоследствии всеобщим любимцем. 1-я бригада расположилась в лагере Маи, наиболее близком к фронту. Языкового барьера не было, так как все русские офицеры, получавшие приказы от французов, знали французский язык. В течение года во Францию прибыли 3-я и 4-я русские особые бригады. 3-я была оставлена во Франции, а 4-я переброшена на Балканский фронт. Во Франции на полях Шампани русские особые полки покрыли себя неувидаемой боевой славой. Боевое крещение корпуса в районе Шампань-Арденны и возле форта Помпель ознаменовались сокрушительным поражением немцев. В сентябре 16 года благодаря мужеству русских солдат удалось отстоять знаменитый кафедральный собор в Реймсе, в котором короновались почти все французские короли. Французские командиры отмечали храбрость и умелые действия русских солдат и офицеров. В частности, 18 сентября 16 года в ходе отражения немецкой атаки 3-й батальон 2-го полка 1-й бригады штыками опрокинул неприятельские цепи и гнал их до самых немецких окопов. 26 сентября генерал Гуро в приказе по армии отметил доблесть русских войск. Позднее свое восхищение действиями бригады передал главнокомандующий французскими армиями генерал Жоффр. Бойцы корпуса снискали славу на высоте Монспен в департаменте Эна в одной из самых кровопролитных военных операций Первой мировой войне – битве при Вердене. Архивные документы свидетельствуют: во время захвата высоты Монспен русские дошли до самой вершины в штыковой атаке, подрываясь на гранатах. Это были настоящие русские воины. В апреле 1-я и 3-я бригады в составе французского 7-го армейского корпуса участвовали в битве при Курси, ставшей частью крупномасштабной операции на фронте от Суазона до Реймса, в которой понесли большие потери. В этой битве принял участие и будущий маршал Родион Малиновский. Известный французский писатель Жан Жионо вспоминал о своем друге русском солдате корпуса, который позднее погиб. Когда русские наступают, они никогда не останавливаются, они настоящие бесстрашные воины. Всего более 8 тысяч человек из русского экспедиционного корпуса погибли во Франции.
После февральской революции 17 года солдаты корпуса отказались воевать и потребовали отправить их на родину. После отказа французского командования выполнить их требования, они подняли восстание в военном лагере Ля Куртин. Мятеж был подавлен, корпус был расформирован, но около 1000 добровольцев продолжили службу в войсках союзников. Это формирование получило название «Легион чести». Большинство полей сражений Первой мировой войны, где сражались русские особые бригады во Франции, находятся в провинции Шампань. Французы чтят память русских солдат. Под Реймсом находится форт Помпель и музей, где часть экспозиции посвящена русским солдатам. А летом 2011 года, во время визита в Париж тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина, в центре города был открыт памятник солдатам русского экспедиционного корпуса.